Гимнастика для рук очень полезна при реабилитации после инсультов. Также очень полезна она для ревматоидных больных, при ревматоидных артритах, при различных артритах, артрозах. Также она очень полезна, когда, например, проходит восстановительная процедура после переломов лучезапястного сустава, локтевого сустава. Когда делает человек эту гимнастику, у него улучшается кровообращение, улучшается лимфоток, обменные процессы в тканях, везде в мышцах, в суставчиках. И начинает сустав развиваться, лучше себя чувствовать. А при инсультных, например, тоже чувствительность возвращается к человеку. И рука начинает нормально двигаться. Поэтому вот всем людям больным, да и здоровым тоже, необходимо делать гимнастику для рук, для кистей рук. Это очень полезно. Упражнение для развития мелкой моторики. Складываем руки вместе, локти врозь, наклоняем вправо, влево. На себя ладошки вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем на себя, от себя. Стараемся держать ровно, под прямым углом. Опять направо, налево. На себя, от себя. И так примерно раз 15-20. Затем просто пальчики наклоняем кистью одной руки. В общем, пальчиками одной руки полностью шевелим, наклоняем пальчики другой руки. Развиваем суставчики. Также это повторяем где-то раз 15-20. Затем тоже упражнение для развития груди. Давим на ладошки, руки под прямым углом. Очень-очень сильно давим на ладошки. Стараемся держать локти ровно. И у нас получается напрягается грудная клетка. И расслабляем. На вдохе напрягаем, на выдохе расслабляем. Также упражнения повторяем по 10, 15 или 20 раз. Во сколько силы хватает. Также пробуем, например, если помощник подходит. Если, например, разработка и проблема с локтями, человек держит кисть, а вы стараетесь ее опустить, а помощник удерживает, оказывает сопротивление. И потихоньку, потихоньку опускаем, потом опять поднимаем. Получается сопротивление такое. И опускаем. И опять поднимаем. Потом получается наоборот. Вы держите кисть, если возможно, а помощник ваш старается, как будто бы хочет руку согнуть. И отпускаем. И опять с напряжением толкаем, 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 толкаем. И отпускаем. И тоже вот так вот раз по 20. Так. Для пальчиков еще возможно такие упражнения для мелкой моторики. Нажимаем большим пальцем на мизинчик обоими руками и расправляем полностью. Потом на другой палец и расправляем. На средний палец и расправляем. На указательный и расправляем. И также назад пошли. Указательный палец, средний, безымянный, мизинчик. Очень полезное упражнение. Сначала крутим руки в одну сторону. Берем, обхватываем плотно кисти. И если одна рука, например, не работает, при инсульте или плохо работает, тогда стараемся здоровой рукой раскручивать запястье больной руки. Если обе руки более-менее работают,
При полиартритах стараемся, чтобы равномерно шла нагрузка на один лучезапястный сустав и на второй. Так делаем примерно 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Втягиваем руки и стараемся соединить локоточки. Тянем, тянем, тянем. Выкручиваем руки в обратную сторону. И повторяем такое движение где-то 15-20 раз. Опять же, если одна рука повреждена была, пальчиками здоровой руки стараемся очень-очень плотно зацепить пальчики больной руки. Делаем локти правой рукой левый локоть, левой рукой правый локоть. И делаем круговые движения 10 раз или 5, кому тяжело, в одну сторону. Стараемся повыше поднимать плечико и подальше протягивать локоть. И по возможности 5-10 раз в другую сторону. Так повторяем примерно 4 раза. В одну сторону 5 раз, в другую 5 раз, в одну 5 раз, в другую 5 раз, в одну 5 раз, в другую 5 раз. Ставим локоть руки на ладошку и крутим в одну сторону примерно 20 раз, в другую 20 раз. Потом меняем руку, ставим опять на локоточек, чтобы не было больно локтю. И раскручиваем в разные стороны. Потом для кистей упражнение. Берем здоровой рукой, например, если при инсульте поражена рука, крепко ложим ладонь на поверхность, а здоровой рукой поднимаем каждый пальчик. И задерживаем примерно секунд на 5, на 8. Тянем как можно выше. Это болезненная процедура, у кого болят пальчики, но делать это надо. Большой пальчик обычно оттягиваем в сторону. И так вот тоже повторяем. Каждый пальчик примерно поднимаем по 5-8 раз. Потом стараемся здоровой рукой, если вторая кисть повреждена, растягиваем пальчики уже в разные стороны. Тянем в одну сторону, потом тянем пальчики в другую сторону. И так тоже повторяем примерно вот это все упражнение по 5-8 раз. Также и на другой руке повторяем то же самое. Ложим пальчики на край стола или тумбочки. Прижимаем одной рукой. И получается у нас вот эти вот фаланги, третья фаланга всех пальчиков, вот так вот сгибается. И вот так вот очень хорошо их разрабатываем. Тоже такое движение повторяем раз 20-30. Стараемся как можно выше поднять. Особенно если поражены суставчики артрозом, артритом, при инсульте. Обязательно надо их вот так вот растягивать. Ну и то же самое повторяем с другой рукой. Такое же аналогичное упражнение идет для лучезапястного сустава. Только здесь уже всю ладошку ложим на край стола или тумбочки, придавливаем второй рукой и опускаем, поднимаем суставчик. Работает у нас очень хорошо лучезапястный сустав. Хорошо растягивается. И также тянем в разные стороны. Направо, налево, направо, налево, направо, налево. То же самое повторяем с другой рукой. Тоже каждое упражнение повторяется примерно минимум раз по 30, потому что 10 раз это очень мало. Только все начинает разогреваться, только все начинает растягиваться. Поэтому, если очень болезненно, раз по 30, если более терпимые, можно раз по 50.
Потом мы делаем такое вот упражнение. Если есть кто-то помощник, например, опять же с пальчиками, это помощник, подойдите, пожалуйста. Так, держит вам руку, а вы стараетесь вот этот пальчик согнуть и разогнуть, согнуть и разогнуть, согнуть и разогнуть. После травмы очень, когда пальчики плохо гнутся. Потом держим вот так, стараемся средний вот пальчик сгинаем, разгинаем, сгинаем, разгинаем, сгинаем, разгинаем. И вот так поочередно каждый пальчик. Потом также, если дома есть помощники, держит вам пальчик, а вы пытаетесь с силой, с напряжением опустить его. И вот тоже для здорового человека, конечно, это просто сделать, но если действительно проблема с кистями, с пальчиками, даже бывает после переломов, когда опухает рука, когда пальчики плохо двигаются, иногда все проходит удачно. Так, второй пальчик берем. В общем, вот так вот вы поняли. Вот так вот третий пальчик берем. И так на обоих руках. Но если, например, мы работаем если при переломах после травмы, то с одной рукой работаем с пальчиками. А если, например, после инсульта или при ревматоидном артрите, то работаем двумя руками. При инсульте одна рука, конечно, здоровая, но надо заниматься обязательно и с ней, так как когда занимаемся мы двумя руками, быстрее восстанавливается. Нету помощника, сами можете вот так вот одной рукой держать пальчик под напряжением, как будто мы хотим загнуть его назад, а пальчик сопротивляется и наклоняется к столу. Тоже. И так вот проделываем тоже. В зависимости от степени боли, в зависимости от того, как вот тренированности. Сначала начать с малого, хотя бы раз по 15, потом каждый день все увеличивать. Также хорошее упражнение, вот играем на пианино. Имитируем игру на пианино обоими руками. Бывает, что при инсульте сильно поражена, например, какая-либо кисть. Тогда берем здоровой рукой больную кисть, которая висит, например, и вот так вот стараемся стучать, шлепать об стол или об тумбочку, в общем, об поверхность. Стараемся стучать всей ладошкой, стараемся стучать кончиками пальцев. Вот. Ну и тоже такое движение повторяем раз по 40, по 50, чтобы было более как бы эффективно. Для рук, которые более подвижны, можно сделать вот такой вот теремочек. Берем, обхватываем пальцами одной руки пальцы другой руки и стараемся вот так вот тщательно все вот эти косточки, все вот это вот перемять, все вот это вот так попередавить. Тоже при артритах это бывает особенно болезненно сначала, но потом, когда вот воспаление стихает, вот это вот хорошо получается, такое упражнение. Тоже как бы типа массажа, вот такого вот самомассажа. Так. И вот потом, в принципе, с пальчиками вот такие упражнения. Потом делаем вот так вот паучок. Тоже вот так вот, как будто мы ползем, выкидываем пальчики. Ползем, выкидываем пальчики. Опять паучок лапки под себя собирает и выкидывает. Лапки под себя собирает и выкидывает. Но это опять же при артритах, после переломов, потому что при инсульте такое упражнение сначала сделать трудно, это уже более, когда рука восстановится, уже потом можно делать это упражнение.
И также вот такие вот волны мы делаем. Потом мы сжимаем кулачки очень-очень-очень сильно, чтобы напряглись. И вот так вот стряхиваем с себя, как будто мы стряхиваем с себя болезнь, там, энергию патологическую. Это очень хорошее упражнение. Очень хорошо открываются капилляры в пальчиках и расслабляются пальчики после зарядки. Ну, вот такие вот упражнения для кистей. Очень хорошо рисовать. Даже брать, пытаться, если рука уже более-менее, если кулачок уже сжимается как-то, брать хоть что, писать, рисовать, для детей брать вот эти вот раскрашки, раскрашивать вот больной рукой. Очень хорошо развивает руку. Стирать мелочь дома, пытаться, если хоть немножко она держит. Там носочки, какие-то платочки, что-то такое. Лепить пластилин очень хорошо. Брать прям детский пластилин, вот пытаться там, что получится там из этого пластилина. Ну вот стараться как-то вот так помаленьку. И постепенно будет восстанавливаться деятельность руки. Ну, конечно же, для начала, даже если есть кто-то дома, помогает, или кто-то, хорошо очень прокрутить плечевой сустав. Вот так вот, ну как, например, 20 раз в одну сторону, 20 в другую, 20 в одну, 20 в другую. Если есть кто-то дома, поможет прокрутить, если кому-то очень тяжело, чтобы кровообращение отсюда пошло в кисть. Ну, вот так вот все для рук. Зарядочка такая.